Тема 703. Спальный автобус. В чем недостаток пассажирского автомобильного транспорта с точки зрения пассажира, в отличие от железнодорожного? В том, что людям приходится всю дорогу проводить сидя. Это нетрудно на коротких расстояниях, но очень тяжело на длинных, когда приходится ехать от нескольких часов до нескольких суток. Зато на автомобиле, или автобусе, добраться куда-либо проще, чем на поезде. Поезда ходят только по рельсам и только по федеральному расписанию. Одной компании с характерным названием Sleepy Bush, спальный автобус, Sleepy Bush.co, удалось совместить в одном автобусе комфорт поезда и быстроту автомобильного транспорта. Это привело к ажиотажному спросу на ее услуги настолько, что за считанные дни билеты были раскуплены на несколько месяцев вперед. И сегодня компания срочно взялась благоустраивать другие автобусы и превращать их салоны в купе. Этот автобус ходит из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, 600 километров, и обратно. И это именно такое расстояние, которое в сидячем положении выносится достаточно сложно, а на поезде преодолевается слишком долго. Есть вариант перелететь его на самолете, но это уже слишком дорого, и, кстати, хлопотно, нужно пройти тщательные проверки службы безопасности. Компания берет за билет в один конец $48 и планирует поднять эту цену до $65. Автобус вмещает 20 спальных мест. И за один рейс приносит владельцу $720 прибыли, без учета его амортизации. Если он будет курировать между двумя городами каждый день, один рейс длится 7-10 часов, то в месяц может приносить $21 600. Автобус выходит из Сан-Франциско в 23 часа, а приходит в Лос-Анджелес в 6 утра. Но пассажиров никто из салона не выгоняет. Если они хотят, могут спать до 9 утра. Кроме уютного спального места каждому пассажиру предлагается отдельная розетка, отдельное освещение, бесплатный ифи, бесплатный чай или кофе. В автобусе есть даже место для посиделок. И к каждому рейсу прикрепляется сопровождающий, на случай, если у пассажиров возникнут какие-то проблемы, прямо как проводник в поезде. В нашей стране можно найти кучу популярных транспортных направлений, которые также длительны, и еще дольше, и которые не подходят для поезда. Например, мой город, 500 километров от Москвы. В Москву и обратно из нашего города каждый день ездит куча народу, студенты, командировочные, предприниматели. В советское время мы пользовались только поездом, это 12 часов пути, очень неудобно. Несмотря на произошедшие с советских времен перемены в стране, поезд так и продолжает ходить, 12 долгих часов. Этой ситуацией воспользовались предприниматели и запустили регулярные рейсы на автобусах, рейсы как раз ночные. Чтобы пассажиры могли бесполезное время в дороге убить на сон, а с утра с новыми силами включиться в работу или учебу. Стоит такой билет в сидячем 35-местном автобусе, 1100 рублей. А если урезать количество мест, сделав из сидячих мест лежачие, добавив минимум комфорта, матрас, подушку и шторку, и поднять стоимость до 2200 рублей. Желающих тоже будет много. Потому что купейный билет на поезд будет стоить все равно дороже, примерно 2500 рублей. И российский поезд в сегодняшней действительности – это не только медленный и зависимый от федерального расписания транспорт, это еще и нудное оформление билетов. Билеты сейчас продаются только по паспорту, и вводимые данные нужно не один раз проверить, и риск не сесть на поезд из-за ошибки в паспортных данных. Такая ситуация случилась с моей сестрой в прошлом году. Билеты на поезд ей оформила коллега по работе, не перепроверив паспортные данные, а в них закралась маленькая опечатка в одну цифру, и мою сестру не хотели сажать на поезд,
несмотря на то, что она была сопровождающим группы из нескольких детей, едущих отдыхать в Анапу, ситуация была на уровне сердечного приступа как моей сестры, так и родителей этих детей. А билет на автобус можно купить, просто позвонив в транспортную компанию и устно указав свои ФИО. Так что подумайте, возможно, создав в своем городе подобный рейс, вы займете свою уникальную, пользующуюся большим спросом услугу на многие годы вперед, пока в ваш город не проведут линию скоростного поезда. Подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.